подходите к своему дворнику и спрашиваете: дворник, какая у тебя зарплата? Он вам говорит 18, 20, 22 тысячи рублей. При этом по бумагам его зарплаты, денег дают ему на 35-40 тысяч. Они набирают сюда бесправных рабов, просто потому что с каждого из этих рабов можно брать 10-15 тысяч в месяц. И это не превратится никогда, пока будет существовать вот эта отвратительная система. 50% тяжких преступлений совершают мигранты. Понятно, почему они их совершают? Они сюда приезжают, они живут на самом деле, сейчас я договорю, очень тяжелой жизнью. Он приехал сюда из Узбекистана, не нашел место на стройке, там где-то заболел, простудился, денег у него нету, оплачивать аренду квартиры нету, поэтому что он идет? И идет и вырывает у кого-то сумку. Или он просто звонит своему брату в Узбекистан, брат привозит сюда 200 грамм героина, и это продается. Это не какая-то выдумка, которую я говорю. Официальная у нас статистика: в России потребитель номер 1 героина в мире. По абсолютному потреблению героина мы обогнали уже всех. Есть абсолютно ясные, понятные, правовые методы снижения количества мигрантов в стране. Номер 1 и самое очевидное – это введение визового режима со странами Средней Азии. Вот Собянин нам там что-то говорит про то, что он против мигрантов. Ну давай, Собянин, у тебя большинство в Единой России в Госдуме, у тебя большинство в Мосгордуме. Ну введи визовый режим. В этом нет ничего ужасного. Например, с Грузией у нас есть визовый режим. Никто не умер от этого. С Европой есть визовый режим. Мы едем в Европу, мы получаем визу. Если мы едем в США, нас даже заставляют сдавать отпечатки пальцев. Дважды. Вы будете сдавать отпечатки пальцев в посольстве, а потом еще на границе. Но почему же мы не можем ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья? Можем. В этом нет ничего оскорбительного. Это неправильная ситуация, когда любой житель Узбекистана просто по обычному паспорту покупает билет и приезжает сюда. Она неправильная. Когда вы идете в посольство и едете в европейскую страну на месяц, вам там очень часто скажут: так, вы едете на месяц, покажите, пожалуйста, что на вашем банковском счете есть $5000, чтобы мы точно знали, что вы можете оплачивать себе гостиницу. Это нормально, вас это не оскорбляет. Мы предъявляем эту справку. А если справку не предъявляем, нас не пускают. То почему мы не можем то же самое ввести в отношении стран Средней Азии? Можем и должны ввести. Это нормальная, разумная мера, которая применяется сотнями стран. Ее придумало человечество для того, чтобы ограничить миграционные потоки. Это самое очевидное, что нужно сделать. Второе. Как я уже сказал, главный работодатель мигрантов – это город. Когда городское предприятие, бюджетное предприятие ловится на использовании нелегальных мигрантов, оно должно дисквалифицироваться. Это означает, что оно навсегда потеряет доступ к бюджетным деньгам. Они должны это понимать очень хорошо. Потому что сейчас ты можешь нанять себе сколько угодно нелегальных мигрантов. Это вот дешево. Они тебя еще отстегивают, это выгодно. Тебя на этом ловят, ты платишь маленький штраф и все. Если они будут знать, что все, навсегда тебя выкинут из всех городских программ, к этому будут относиться по-другому. И последняя мера: в течение года нужно сделать так, чтобы был запрет на найм иностранной рабочей силы для всех предприятий, которые работают с городскими или бюджетными деньгами. Частный бизнес, пожалуйста, нанимай кого хочешь, это твое дело, это частный бизнес. Но если это городские деньги, зачем мы на городские деньги должны сами нанимать мигрантов? Очень много легенд вокруг этого, что завтра без мигрантов мы зарастем грязью и все в Москве развалится. До 2003 года в Москве практически нет мигрантов. После кризиса 2007 года из Москвы они уезжали миллионами, и тоже вроде бы мы не заметили, что как-то город развалился. В России, в большинстве городов России, в том числе очень благоустроенных городах, которые занимают первые места в рейтинге благоустройства, нет мигрантов вообще. В основном мигрантов сосредоточено Москва, Питер, Екатеринбург, ну и там по мелочи. В большинстве городов мигрантов нет, и все нормально работает. Москва очень богата. Денег, которые выделяются дворникам, работникам коммунальной сферы и так далее, хватает для того, чтобы нанимать граждан России. Просто граждане России, они права качают. Если гражданин России приехал кто-то там, не знаю, из Ярославской области, к нему подойди и скажи: давай половину зарплаты. Он тебе скажет: пошел ты. А узбеку ему деваться некуда. Их селят в подвале по 30 человек, обирают. Поэтому и будет мигрант. Вот эти 3 меры, которые я назвал, они позволят совершенно нормально, без того, чтобы кого-то оскорбляли, ущемляли, унижали, там, по национальному достоинству. Нормальные правовые меры, которые позволят существенно снизить и количество мигрантов, и существенно снизить преступность на улицах Москвы. Друзья мои, я вот рассказал
И я постарался сегодня осветить. Куда побежал? У меня 3 встречи в день, друзья мои. И сейчас, когда я заканчиваю нашу встречу, я снова еду в штаб для того, чтобы готовиться к завтрашним встречам, выступать. Это выборы, которые я воспринимаю как кандидат, это моя работа. Как я уже сказал, у меня нет телевизора. У меня нет никаких таких волшебных кнопок, чтобы я нажимал и за меня голосовали. Нет каких-то деятелей культуры, которым я заплатил, и они вот стоят за меня и голосуют. Вот я сам хожу и вас агитирую. Я хочу сказать о том, что на самом деле нет никого, кроме вас, на кого я реально могу опереться. Вот вы те люди, к которым я обращаюсь, и которые помогут мне или не помогут донести, вот развить этот телевизионный морок над страной, над Москвой, донести до ваших соседей, до ваших друзей, родственников и знакомых о том, что есть такие кандидаты, которые приходят и встречаются. Рассказать о том, что я говорил вам сегодня. Я уверен, что опираясь на вас, на самое главное, что должен опираться любой кандидат, я приду к победе, и мы действительно сделаем Москву отличным современным городом, удобным для всех. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что пришли.